Добрый вечер, дорогие мои. Сегодня я хотела с вами продолжить обсуждение психосоматики алкоголизма. Но о чем мы говорили на предыдущем обсуждении, о том, что, как правило, это алкоголизмом связаны так называемые запреты. Запреты, когда человек подавляет какие-то эмоции, не разрешает себе проявлять какие-то свои эмоции, и подавляет их. В результате, во время, выпивки, после выпивки он расслабляется, и все, что он подавлял, оно выходит, так сказать, наружу. Это может быть и злость, гнев, какие-то обиды, и так далее. Ну, в основном негативные, естественно, эмоции. Вот. И, интересно, что, проработка заключается в том, чтобы разрешить себе проявлять свои эмоции, задать себе вопрос: а какой я, когда я вот выпью, да, какой я, ш- ам, и что я себе не даю проявить, когда я трезвый, а какая эмоция, какую эмоцию я себе не разрешаю. Вот. И таким образом, поняв, какую эмоцию человек подавляет, разрешить себе проявлять свои эмоции, которые человек не разрешает. Они находятся глубоко подавленные, совершенно, может, неосознанные, в его бессознательном. Очень важно также научиться расслабляться, потому что в состоянии стресса человек тоже пытается расслабиться через алкоголь. Научиться расслабляться без алкоголя. Кроме того, существуют такие вещи, как ам, конфликт, например, семейной драмы, разрушение дома, очага. И тут включаются почки, печень, поджелудочная железа. То есть мы говорим о каких органах, да? Какие органы будут включаться под разными конфликтами. А если есть конфликт отца и матери, отец — это поджелудочная железа и левая почка, мать — печень и правая почка. Конфликт с матерью — включаются печень и почки. Не удается прийти к отцу, или я могу прийти к отцу только через мать. В этом случае алкоголь используется. Алкоголь — это как бы сочетание огня и воды. Огонь — отец, мать — это вода. То есть это метафорическое значение. Далее. Не хочу вызволить материнский план из отчаяния. А также это своего рода программа отсроченного самоубийства, то есть деструктивная программа. Так, и далее. Давайте сейчас мы рассмотрим книгу Жильбера Рено «Исцеление воспоминаний». В этой книге он как раз описывает психосоматику алкоголизма, и где он говорит, что чтобы помочь излечиться от алкоголизма, предпочтительно начать с разрешения конфликта, стоящего перед алкоголизмом. Здесь он говорит о том, что надо разобраться в разных ситуациях, ам, и проведем взаимосвязь между фазой программирования и данным симптомом. Фаза программирования начинается уже еще до зачатия у мамы и папы. И вот именно вот во время этой фазы, когда люди еще находятся в таких в романтических отношениях, у них все хорошо, прекрасные отношения, ну, в какой-то момент, может быть, у них возникает конфликт, и
скажем, папа разозлился и ушел из дома. И, вернувшись домой, он, переоделся и, ушел к своей, например, на встречу с друзьями. И этот конфликт продолжается какое-то время, в течение нескольких дней. И в этом случае, уже, папа и мама больше не могут выносить этот конфликт, и они вступают в связь для того, чтобы примириться, и в этот момент у них, происходит зачатие, да. То есть, связь произошла для того, чтобы примириться. И вот это и есть фаза программирования, да. То есть ребенок, он как бы выполняет свою биологическую миссию, которая возникает именно вот в момент зачатия этого ребенка, примирить родителей, воссоединение отца и матери. Он счастлив, когда мама и папа счастливы и они вместе. Вот. И когда этот ребенок вырастает, и родители, предположим, расстаются. И в этом случае ребенок совершенно на бессознательном уровне у него происходит такое понимание, что он свою миссию не смог выполнить, не смог удержать родителей вместе. И в этот момент этот человек, уже взрослый человек, он начинает пить, ну, скажем, не сразу, конечно, это уже, так сказать, тяжелая фаза, он начинает слегка выпивать. Вот. И, например, умирает отец, и потребление алкоголя увеличивается, удваивается. То есть Жильбер Рено описывает такой вот как бы символический, дает такое символическое объяснение, да, возникновения алкоголизма. Именно через программирование во время зачатия ребенка. И, объясняет тем, что алкоголь — это, вода и огонь, где огонь — это отец, а вода — это мать. И в этом случае, орган, который будет реагировать, конечно, включаться будет печень. Это орган конфликтов, желания, нехватки и привязанности. Далее. Другие возможные конфликты при алкоголизме: я пью, чтобы избежать нехватки чего-то, семейная драма, разрушение родового гнезда, отбросить истину, чтобы пережить собственную правду, конфликт с деньгами, я хотел бы интегрировать свою мать в себя, и если какое-то расставание, связанное со смертью кого-либо, то человек запивает это. Ам, Таким образом, алкоголь здесь выполняет, как бы связан с процессом вознаграждения, необходимостью чувства поддержки, способностью столкнуться с жизненной трудностью, в моральном плане. Вот. Исследования показывают, что также такие интересные факты, что основа алкоголизма — это страх любви или страх быть любимым. Ну, мы до этого, как и в первом нашем обсуждении, говорили о том, что, как правило, в семье ребенок воспитывается очень контролирующими родителями, да, то есть, естественно, он не получает любовь, он не понимает, что такое быть любимым. Естественно, вот здесь понятно, почему возникает страх любви и страх быть любимым. Я должен отдалиться от других, оборвать с ними связь, чтобы они не могли заставить меня страдать,
или чтобы я не причинял боль им. То есть человек избегает вообще какого-либо контакта, интимности, чтобы избежать боли, которую он когда-то испытал, и вот этот страх любви, и, собственно, здесь быть любимым. Вот. В результате человек оказывается в таком положении, отдаляясь от других и в то же время желая быть с ними ближе. И вот когда он выпивает, возможно, у него вот, проявляется вот это желание быть ближе с людьми, разговаривать, выговариваться. Есть такие люди, которые, выпив, они наоборот становятся очень общительными, очень теплыми, добрыми, и начинают изливать свою душу и говорить, да, что они говорят обычно: "А ты меня уважаешь?" Вот. Из страха сострадания я все контролирую и отсекаю себя от других, хотя в глубине человек хочет быть с ними. Возможно, воспоминания, которые нужно искать в жизни или генеалогии человека, возможно, какое-то насилие в семье, в отношениях члена семьи или совершенное этим человеком или членами семьи. Потеря, утрата любимого человека. Что-то ужасное, совершенное в отношении любимого человека или им совершенное. Воспоминания о вреде, нанесенном матерью ребенку. Это также может быть болезненное расставание матери и ребенка. Воспоминания о заключении в неволе. Воспоминания о глубоком сожалении в отношении брака или организации, или подписании какого-то контракта. То есть вот здесь вот Жильбер Бико перечисляет всевозможные конфликты, которые могут быть у человека. И это можно выяснить в процессе проработки. То есть когда человек погружается глубоко в бессознательное, и там у него выплывают какие-то первичные, так сказать, моменты, ситуации, может быть, из детства, может быть, уже когда он взрослый. Но как мы знаем, что какие-то предпосылки могли возникнуть уже в детстве, и они потом возобновляются, когда человек уже взрослый оказывается в каких-то ситуациях. Вот. И таким образом, в общем, вы уже понимаете, что проработку надо делать, выяснив, какие у него запреты, что он себе не позволяет делать. И выявить, что это за эмоции, что это за убеждения глубоко подавленные. Какой ты, когда выпьешь алкоголь? Почему ты не можешь быть таким без алкоголя? Почему ты не можешь разрешить себе быть таким, каким ты хочешь быть, когда ты без алкоголя, то есть не выпил? То есть вот конфликты, как вы понимаете, тут целый список возможных конфликтов. Это в основном связанные с семьей, отец, мать и детскими переживаниями человека. Вот. Ну и, конечно, уже другие ситуации могут быть, как я уже говорила, социальные, когда человек на работе вынужден выпивать. И тут очень важно, чтобы преодолеть все это вместе, кроме проработки, важно включать духовный фактор, когда у человека не хватает радости для души, и позволить этому, как бы позволить ему, разрешить ему заняться любимым делом, начать увлекаться чем-то.
Что-то такое, чтобы он научился делать с любовью, с радостью, включая свою душу. И это тоже поможет ему пойти по пути самоусовершенствования, саморазвития, как мы уже об этом говорили ранее. На этом я заканчиваю наше обсуждение психосоматики алкоголизма. Если будут вопросы, пишите ниже в чат. Всего доброго.